Друзья, я собираюсь на гору, на которую до меня еще никто не ходил, и хочу сфотографировать виды, которые до меня там еще никто не фотографировал. Я собираюсь на Эльбрус. Собираемся же на гору карабкаться, поэтому надо немножечко тут потренироваться нам, чтобы потом залезть. Так, и у нас сегодня вторая часть нашего видеорассказа про снаряжение для восхождения на Эльбрус с севера. Хочу рассказать про фильтр для воды. В прошлом году я не знал, пригодится он или нет, просто взял с собой на всякий случай, и он пригодился. Конечно, в горах в целом чисто, но снег топить – то еще веселье. А когда мы набирали воду тающую на горах, мы столкнулись с тем, что там очень много вулканической крошки. Да и в целом мы шли с юга, там столько было ратраков и снегоходов, я представляю, насколько вода может быть загрязнена, там, всякими выбросами, маслом и прочее. В общем, фильтр нам пригодился, занимает места немного и очень быстро фильтрует 4 литра воды. Сейчас покажу, как это работает. За вас здесь работает гравитация. Ах ты, гравитация бессердечная ты, сука! Так, мы набрали грязной воды. Нам мешок с грязной водой надо куда-то подвесить повыше, либо просто подержать. Это может быть дерево, скала, трекинговые палки, каркас палатки. Дальше мы прикручиваем фильтр, подсоединяем, открываем и ждем. Все, больше ничего не надо. Можно идти гулять, любоваться рассветами, закатами. Гравитация все сделает за нас. С этим фильтром есть один трюк. Сначала вода фильтруется довольно медленно, но когда уже есть какое-то количество воды в резервуаре с чистой водой, его надо сжать, чтобы здесь вышел воздух. И дальше фильтрация пойдет очень быстро, буквально минуту, может, еще пойдет. Это один из моих любимых фотоаппаратов, форматная камера 13×18, Лингов Cardan Master L. Камера была выпущена в 1975 году, и в оригинальном проспекте того времени она упоминается как очень легкая, экстремально компактная и крайне комфортная для путешествий. В этом году я пойду с камерой Walker Titan XL. В отличие от экстремально легкой и компактной камеры Лингов, она все-таки весит не 7 килограмм, а 2,5. Сделана в Англии из какого-то нового пластика композитного. Сделано не очень хорошо, честно скажу. Рекомендовать бы не стал, но мы ее немножко попилили, улучшили, и для таких экстремальных восхождений она вполне подойдет. То есть, если бы я поехал на машине и мог бы из багажника дотащить фотоаппарат, я бы, конечно, взял вот этот со всевозможными подвижками. Но вес здесь важнее. Такой фотоаппарат с форматом кадра 13×18 сантиметров, 5×7 дюймов. С возможностью подвижек переднего стандарта, Rise, Fall, Tilt и Swing. Все эти подвижки позволяют максимально точно контролировать резкость и перспективу.
Как вы понимаете, вместо того, чтобы весь год тренироваться, хотя бы бегать по утрам, приседать, прыгать со скакалкой, я решил облегчить все оборудование и фотоаппараты в том числе. Не уверен, что это поможет. Пух. Пуховый спальник. Это не совсем спальник, это квилт. Когда вы лежите в пуховом спальнике, вы своей массой прижимаете пух, он сминается и перестает греть. То есть смысла внизу в пухе почти нету никакого. Поэтому я выбрал квилт. У него есть только молния и карман в районе ног, а дальше нету ни молнии, ни утеплителя. Тем самым мы экономим очень сильно в весе. Весит 600 грамм всего. Это вот оранжевый, желтый, мандариновый, кажется, и purple. Ну да. Этот квилт фирмы Enlightened Equipment, они шьют квилты на заказ. Вы сами можете выбрать себе цвет квилта, длину, ширину и наполнитель. Здесь 950-й пух, то есть он максимально распушается, максимально легкий, и при этом очень хорошо греет. В прошлом году я брал с собой 2 спальника, тоже квилты, 2 квилта, оба на температуру комфорта 0, и комбинировал их. Внизу потеплее в одном спал, наверху, когда было холодно, в 2 спал. В этом году мы облегчаем снаряжение, я возьму с собой 1 квилт на минус 15. Вот такой получается вариант. То есть нет особого смысла иметь тоже утеплитель и молнию там, где вы лежите на коврике, потому что если вы уминаете пух, то он перестает греть, он сжимается и не греет, он греет только в распушенном состоянии. Вот так затянуть и сюда убираемся. Квилт дает дополнительный комфорт, если вы любите ворочаться во сне, в отличие от спальника. Можете локти, коленки вытягивать, что угодно. О, очень хорошо, тепло. Вот так я на гору, наверное, пойду тогда. Хочу еще рассказать про свою подушку. Я всегда мучаюсь, если сплю без подушки, но тащить дополнительно отдельно подушку, надувную или мягкую, но это безумие в горы, и так каждый грамм на счету. Фирма Hooper Light Mountain Gear, уже известная вам по палатке, выпускает вот такой мешочек. Он хорошо влагозащищен, то есть во время транспортировки можно в него положить какую-нибудь электронику, например, зарядки, пауэрбанк, фонарик, может быть, документы. А потом, когда вы уже в палатке готовитесь ко сну, его можно вывернуть. И здесь с одной стороны пришита флиска, очень мягкая, приятная на ощупь. Вы его просто выворачиваете, запихиваете что-нибудь из ваших вещей, термобелье, куртку, все равно что. И у вас получается отличная флисовая подушечка. На руке у меня часы Suunto Ambit 3 Peak, часы с GPS, альтиметром и барометром. Есть функция штормового предупреждения, если сильно падает давление. Часы сигнализируют, что может начаться буря. Записывают маршрут, и очень удобная функция Trackback. В прошлом году она нам помогла. Мы писали маршрут восхождения от базового лагеря до западной вершины. Когда мы оказались уже на вершине, погода сильно испортилась, видимость была буквально метра на 3. Все остальное было в облаке,
тумане, снег, я ничего не помню, ветер, кажется. Было холодно, мы были уставшие, и на спуске мы включили функцию трекбэк, и в какой-то момент из-за плохой видимости мы засомневались, куда же нам на развилке идти, направо или налево или прямо, и посмотрели по часам, и выбрали верный маршрут, благополучно спустились вниз. Хорошая функция, часы показывает вертикальную скорость, не дистанцию, которую мы проходим, а скорость набора высоты. И мы можем понять, успеем ли мы в этот день подняться до вершины или до заданной точки на маршруте, или стоит возвращаться в базовый лагерь и идти следующим днем. Мы выходим 4 сентября, пойдем по северному маршруту на восточную вершину. Сейчас давай кофейку сварим теперь нормально в машине. Это не будет. Когда едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз. Когда едешь на Европу, солнце светит прямо в глаз.